Привет, друзья! Сегодня мы немного расскажем про одно интересное место, а именно про деревню Кабона, расположенную в Ленинградской области. Деревня находится в красивейшем месте на перекрестке Новоладожского канала и выхода в Ладогу, и хорошо известна рыбакам, охотникам, грибникам, а также знатокам истории периода Великой Отечественной войны. Первое упоминание о Кабоне относится к 1500 году, но очевидно, что она существовала гораздо раньше. В 1726 году через Кабону прошел Староладожский канал. Строительство канала началось 22 мая 1719 года со стороны Волхова. Петр I собственноручно начал строительство канала, вывезя 3 тачки земли. Открытие непрерывного судоходства по 117-километровому водному пути вдоль берега Ладожского озера состоялось в 1732 году. Проход судов был платным. В начале 19 века Староладожский канал обмелел и уже больше не подходил к остальным звеньям Мариинской водной системы. В 1866 году было начато рытье канала ближе к берегу Ладоги. Новый канал, также проходивший через Кабону, получил название Новоладожский. Кабона стала известна в годы Великой Отечественной войны. Здесь проходила знаменитая дорога жизни, связывавшая блокадный Ленинград с Большой землей. Через эту маленькую деревеньку прошло более 1,5 миллиона тонн грузов для блокадного Ленинграда и были вывезены на Большую землю более миллиона человек. На месте станции Кабона у пересечения Новоладожского канала и реки Кабонки в настоящее время под открытым небом расположилась экспозиция, посвященная дороге жизни. Установлены стенды с фамилиями водителей, работавших на легендарной дороге. Со стороны Большой земли нас встречает деревянная арка, символизирующая въезд на ледовую трассу, контрольно-пропускной пункт и легендарная полуторка, поднятая со дна по истечении более 70 лет, отреставрированная и установленная на пьедестал 8 мая 2014 года. Именно на таких полуторках в блокадный Ленинград по дороге жизни везли продовольствие и боеприпасы. В Кабоне полуторка установлена в одном из мест, где следовавшие в Ленинград грузовики съезжали на лед. Как известно, сотни машин до города не добрались. В одни попадали вражеские снаряды, под другими ломался лед. На дне Ладожского озера дайверы обнаружили около 1,5 десятка таких машин. В планах организаторов сделать здесь большую открытую экспозицию, частью которой станут фрагменты немецкого тяжелого бомбардировщика Хенкель-111, сбитого 28 мая 1942 года, а также цистерны, поднятые со дна Ладоги. Музей «Дорога жизни» расположен в здании бывшей школы, оно было отстроено заново после пожара. Здесь же находится музей советского поэта Александра Прокофьева. Его экспозиция включает документы, фотографии, предметы военного быта. Музей и открытую экспозицию постоянно посещают жители города и области. Ежегодно Кабону в памятные даты посещают ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. На территории базы отдыха «Веселый Роджер» также есть экспозиция, включающая в себя интересные находки времен Великой Отечественной войны. Многие из них подняты дайверами со дна Ладожского озера.
настоящее время главная достопримечательность Кабоны – каменная церковь святителя Николая Чудотворца с колокольней. Во время Великой Отечественной войны она использовалась как временное пристанище для эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Церковь была восстановлена в 2003 году, в том числе и на деньги кабонцев. Уникальность церкви заключается в том, что это церковь-маяк. В XIX веке в крест на колокольне были вмонтированы хрустальные шарики. В них отражалось солнце, и это служило ориентиром для рыбаков. Получается, что Кабона – это уникальное место, позволяющее совместить активный отдых, например, половить рыбу или просто подышать чистейшим ладожским воздухом, а также прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда и истории дороги жизни. А может быть, это место интересно будет посетить просто ради того, чтобы увидеть красивейший закат на Ладожском озере. Спасибо за внимание. Узнавайте историю родного края, посещайте интересные места и ставьте большой палец вверх, если понравилось. Подписывайтесь на Ижорский телевизор.